Всем здравствуйте! Меня зовут Юлия, вы на канале Вязаные истории. В этом видео мы с вами будем вязать вот такое платье для моей куколки Эммы. Первая куколка была 30 сантиметров, на куколку поменьше, около 25 сантиметров. Это платье тоже может подойти, и смотрится оно чуть-чуть по-другому. Вязала я его из пряжи Yarnart Jeans крючком 2 миллиметра. Пряжи уходит немного. Если вам понравилось такое платьишко, давайте приступим к вязанию. Платье вяжется сверху вниз. В этот раз у меня будет вот такой сиреневый цвет для верха. Набираем цепочку из 35 воздушных петель. Набрали. И теперь вяжем со второй петли от крючка. Провязываем 5 столбиков без накида. Первую петлю пропускаем, начинаем вязать со второй. Вяжем первый столбик, второй, третий, четвертый, и пятый. В следующую петлю мы провязываем 3 столбика. Первый столбик в эту же петлю, второй и в эту же петлю третий столбик. Далее провязываем 5 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. И снова в следующую петлю провязываем 3 столбика. Первый в эту же петлю, второй и в эту же петлю третий. Дальше мы провязываем 10 столбиков. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый и 10 столбик. В следующую петлю провязываем 3 столбика. Вот что у нас в итоге получается. Вяжем дальше. Провязываем 5 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Вяжем 3 столбика в одну петлю. Первый, второй, третий. И дальше довязываем оставшиеся по цепочке 5 столбиков. Первый, второй, третий, четвертый и пятый. В конце каждого ряда мы делаем воздушную петлю и поворачиваем вязание на другую сторону. Следующий ряд мы провязываем 6 столбиков. Первый, второй, третий, четвертый, пятый и
шестой. Далее в следующую петлю провязываем 3 столбика без накида. Раз, в эту же петлю второй столбик и в эту же третий столбик. Далее в этой части у нас с вами было 5 столбиков, но из-за того, что мы вязали прибавки, у нас теперь получается 7. Это идут петли рукавчика. Первая петля, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая и седьмая петля. Провязываем 3 петли в одну. Получается, в каждом ряду мы в одном и том же месте провязываем прибавку из 3 столбиков. Так, по передней части платья у нас было 10 столбиков. Теперь из-за прибавок в предыдущем ряду у нас получается уже 12. Первый, 11 и 12 столбик. В следующую петлю мы вяжем прибавку из 3 столбиков. Первый, второй, третий. В одну петлю. По петлям второго рукавчика мы провязываем 7 столбиков. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой и седьмой. Далее вяжем 3 столбика в одну петлю. Первый, второй, третий и провязываем 6 столбиков без накида. Первый провязали, второй, третий, четвертый, пятый и шестой. Воздушная петля, поворачиваем вязание. Дальше наш ряд получается таким: 7 столбиков на полочке спинки, 9 на рукаве, 14 на переде, 9 на рукаве и 7 на второй половинке спинки. Между столбиками у нас находятся прибавки из 3 петель. Провязываем третий ряд, 7 столбиков, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вяжем прибавку. Теперь провязываем петли рукавчика. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая и 9 петля. Вяжем снова 3 столбика в одну и дальше вяжем по передней части платьюшка 14 столбиков. Провязали. Следующую провязываем 3 столбика в одну. Далее вяжем по петлям рукавчика, провязываем 9 столбиков. Следующую петлю вяжем 3 в одну.
И дальше довязываем оставшиеся 7 столбиков второй части спинки. Провязали мы с вами первые 3 ряда. В конце каждого ряда, опять повторюсь, делаем воздушную петлю и разворачиваем вязание на другую сторону. Далее нам нужно с вами провязать необходимую длину и ширину. У меня это получилось в общем 7 рядов. Вот смотрите, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Провязываем самостоятельно вот так 7 рядов. Получается, я сейчас распишу вам на экранчике, как провязать остальные ряды. Но это будет то же самое, что мы с вами провязали первые 3. В каждом ряду количество петель увеличивается. Получается, на рукавчиках прибавляется по 2 петли, на передней части платьишка по 2 петли и на планочках на задней стороне платья также 1 петля с одной стороны, 1 с другой стороны. В каждом ряду увеличивается. Так, пишу на экране вам схему вязания с 4 по 7 ряд. Провяжите это самостоятельно. Если, примеряя на куколку, вот эта часть вам кажется маловато, то вы можете провязать еще дополнительно 1 ряд, например, или 2. Также с прибавками, чтобы немножко увеличить платье. Или наоборот, если оно кажется вам большевато, вы можете не довязывать, например, 7 ряд, и у вас будет оно меньше размером. Совсем сильно это не повлияет на остальной процесс вязания платья. Думаю, вы сможете применить это для того, чтобы регулировать размер, необходимый именно вашей куколке. Так, в общем, я сейчас провязываю 7 рядов. И дальше будем вязать вместе с вами. Провязали 7 рядов. Получилось у нас 90 столбиков в 7 ряду. Дальше продолжаем вязать, уже вывязывая рукавчики. Провязываем 12 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12. Получается, мы, где у нас было 3 столбика в 1 петлю, провязали 1, остальные 2 уходят в петли рукава. Теперь пропускаем 20 столбиков, присоединяемся, вот здесь у нас идет 3 столбика в 1, присоединяемся к среднему, как раз ко 2 столбику. И провязываем столбик без накида. Дальше вяжем столбики по переду, передняя часть платьюшка. Их должно получиться всего 26. Вот первый мы уже провязали, провязываем. Далее 2, 4, 25 и 26. Как раз попадаем опять на средний столбик из прибавки. Это я говорю к тому, вдруг у вас больше или меньше количество рядов вышло по размерам куколки, чтобы вы примерно ориентировались, куда присоединять. Так, дальше пропускаем снова петли рукавчика и довязываем оставшиеся 12 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Так, первую провязали, вторую, третью, десятую, 11,
и 12 петлю провязали. Воздушная петля. И вот что у нас с вами уже получилось. Так, в итоге у нас с вами теперь уже получилось 50 столбиков. Следующие два ряда, это 9 и 10, также поворотными рядами провязываем по 50 столбиков без накида. То есть провязали в одну сторону 50 столбиков, воздушная петля, развернулись, и в другую сторону провязываем также 50 столбиков. Провязали. Такая у нас уже с вами деталь получилась. Дальше мы с вами вяжем воздушную петлю, вязание разворачиваем. Вот это у нас, кстати, лицевая получается сторона. Можно увидеть вот здесь сверху. И теперь будем вязать только за переднюю полупетельку. К оставленной задней полупетельке мы будем присоединять ниточку другого цвета. Сейчас вяжем только за переднюю вот этот ажурчик. Видите, у меня идет разделение. За заднюю полупетельки уходит основная уже часть платьюшка, а на передних провязываются рюшечки. Так, провязываем в первую полупетлю соединительный столбик. Делаем накид, одну полупетлю пропускаем, во вторую мы провязываем 6 столбиков с накидом. Первый, в эту же петлю, второй, третий, четвертый, пятый и шестой. Пропускаем одну полупетельку, во вторую мы провязываем соединительный столбик. Снова накид, одну полупетлю пропускаем, во вторую 6 столбиков с накидом. И так чередуем до конца ряда. Последние 2 петли у меня получаются соединительными. Кажется, да, последние 2. Но давайте довяжем до конца ряда, и уже дальше я покажу, сколько у меня осталось и как дальше будем вязать. Пока что чередуем 6 столбиков с накидом, пропускаем одну петлю, во вторую провязываем соединительный столбик. Снова пропускаем одну полупетлю, в следующую провязываем 6 столбиков с накидом. Вязали до конца ряда. В самый последний столбик я не делаю еще одну вот такую ракушечку, а просто провязываю соединительный столбик. И все, на этом вязание ряда вот так у меня заканчивается. Дальше давайте с вами обвяжем вот эту сторону и заодно сделаем петельки для пуговички. Так, начинаем. В самую первую петлю, там же, где мы сделали соединительный столбик, я провязываю столбик без накида. Дальше еще второй, следующий столбик без накида, поднимаясь вверх. И теперь набираю необходимое число воздушных петель для пуговички, чтобы хватило. Так, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вот этого мне будет достаточно. Пуговицы я использую маленькие, около 9 миллиметров. Если у вас пуговичка побольше, то набирайте побольше воздушных петель. Дальше присоединяюсь соединительным столбиком в это же место, откуда мы начали набирать, там, где мы провязали столбик без накида. Сюда же провязываю соединительный.
И дальше вяжем вверх, поднимаясь, столбики без накида. У меня вышло 6 столбиков. И снова набираем цепочку из воздушных петель. 5, 6, 7. Также соединительный столбик в эту же петлю, где мы закончили вязать столбик без накида. И дальше уже до верха еще я довязываю оставшиеся 2 столбика. Соединительная петля, вытягиваем ниточку. Я оставляю хвостик, чтобы потом было удобно его спрятать. Вот такая у нас получилась одна сторона. Вторую сторону я не обвязываю, мне кажется, она вполне хорошо смотрится, и тем более она потом застегивается вот так на пуговички, поэтому здесь я уже обвязку не делаю. Если хотите, можете обвязать также эту сторону просто столбиками без накида. Мы закончили вязать верхнюю часть платьюшка, и давайте теперь перейдем к основной части. Я уже буду использовать другой цвет. Присоединяемся к оставленным полупетлям 11 ряда. И еще хочу обратить сейчас ваше внимание, верхнюю часть платьюшка мы вязали столбиками без накида. Нижнюю часть мы будем провязывать столбиками с накидом. Присоединяемся к петлям 11 ряда, к полупетелькам. Их также должно получиться 50. Сейчас я найду первую полупетлю, которую я случайно провязала. Так, присоединяем ниточку другого цвета, провязываем 2 воздушные петли. Так, набрали 2 воздушные петли и дальше провязываем столбики с накидом до конца ряда. Их должно у нас получиться 50. Первые 2 воздушные петли я считаю тоже за столбик. Довязываем так ряд. Довязали ряд до конца. Вот так это выглядит. Вяжем 2 воздушные петли. Это мы провязали с вами 11 ряд. Так, 2 воздушные петли, разворачиваем вязание. И дальше следующий 12 ряд мы провязываем в каждый столбик предыдущего ряда прибавку из столбика с накидом. В первую сразу же петлю я провязываю 1 столбик с накидом, и плюс 2 воздушные петли уже получается прибавка. И так дальше провязываем. В итоге количество петель у нас уже получается 100. 100 столбиков с накидом. Вяжем так этот ряд до конца. Довязали ряд с прибавками, и теперь нам нужно платье соединить в круг. Для этого мы с вами присоединяемся во вторую воздушную петлю, которую делали в начале ряда. Здесь у нас была первая петля, и здесь вторая. Присоединяемся соединительным столбиком.
Провязываем 2 воздушные петли, делаем накид и дальше вяжем по кругу столбики. Так, первый столбик провязываем сразу же вот между первым и вторым. Смотрите, чтобы в каждом ряду получалось одинаковое количество столбиков, чтобы их не становилось меньше или больше. Такое бывает при таком соединении, то что некоторые провязывают лишние столбики. Вот провязали первый, и видите, как раз над цепочкой из воздушных петель идет цепочка, и дальше идет над столбиком столбик. Довязываем ряд так до конца столбиками с накидом. Дальше покажу. Точно так же присоединяемся во вторую воздушную петлю, но я вам еще раз один покажу это. Вдруг с первого раза не очень понятно показала. Довязали ряд до конца. Последний столбик с накидом у нас находится также над столбиком. Вот эту соединительную петлю, в нее уже провязывать ничего не надо. Она так и остается. Дальше вот у нас первая воздушная петля и вторая. Мы присоединяемся во вторую петлю соединительным столбиком. Присоединились, вяжем 2 воздушные петли, так в начале каждого ряда, накид и первый столбик провязываем между первым и вторым столбиком. Первый называю это из 2 воздушных петель. Вот такое получается соединение. Дальше вяжем так. Получается от ряда с прибавками у меня было еще 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 рядов до нужной мне длины. Вот ряд с прибавками. Первый мы провязали только что. Еще 8 рядов провяжите по 100 столбиков с накидом. Каждый раз делаем в начале ряда 2 воздушные петли, а в конце провязывая соединительный столбик. Связали необходимую длину платья, 9 рядов, и теперь будем делать обвязку, последний ряд, вот такой же, как на этом платьюшке. Это то же самое, что мы вязали и сверху. Получается 6 столбиков с накидом, пропускаем петлю, соединительный столбик, опять одну пропускаем и 6 столбиков с накидом. Единственное, вязать нужно за передние полпетельки. Тогда будет вот такой эффект, оно как немножечко подворачивается вперед, ажурчик, смотрится красиво. Если вязать за обе петельки, то оно будет прямо, и уже такого эффекта не будет, как именно вот на этом платье. Поэтому делаем накид, первую пропускаем, так, накид, первую пропускаем, во вторую полупетлю провязываем 6 столбиков с накидом. Провязали, одну полупетлю пропускаем, во вторую, также захватывая только переднюю, во вторую провязываем соединительный столбик. Снова накид, пропускаем одну, во вторую провязываем 6 столбиков с накидом. В общем, вяжем так до конца ряда. В конце ряда снова с вами встретимся. Довязали ряд до конца, у меня осталась только одна петля свободная, и в нее я провязываю также соединительный столбик, воздушную петлю и вытягиваем ниточку чуть подлиннее, чтобы было удобнее ее потом спрятать. Так, вытягиваем. Теперь с помощью иголочки прячем эту ниточку с изнаночной стороны. Я ввожу ее между столбиками, иголочку, не обхватывая столбик вот так, например, а прям разделяя ниточки и вводя туда иголочку. Так у нитки
нашего оставшегося хвостика меньше шансов вылезти и испортить всю нашу красоту платьюшка. Все, ниточку обрезаю, точно так же прячем оставшиеся хвостики. Получается, сверху у нас хвостики есть, и вот здесь еще один. Так, все, платьюшко, основа его готова. Вот эти рюшечки можно отпарить утюгом, приложив сверху марлю и пройдясь слегка, чтобы они легли ровненько, аккуратненько. Видите, какой у нас красивый краешек получился снизу, прям такой ажурненький. Все, теперь остается спрятать ниточки, пришиваем пуговички, и дальше покажу, мы с вами вышьем вот такой цветочек. Начинаем вышивать цветочек. Ниточку я использую ту же, из которой вязали платье. Берем подлиннее ее, завязываем узелочек и выводим с изнаночной стороны на лицевую. Давайте я, наверное, просто буду показывать, что я делаю. Так будет удобнее, чем я буду делать и еще и комментировать. Ну, хотя здесь, наверное, скажу все-таки. Выводим иголочку туда же, где остался хвостик от пряжи, практически вот рядом. На пару миллиметров я только ушла в сторону. И теперь наматываем на иголочку. Так, 7 витков. Если вы хотите побольше лепесточек, то и витков делаете побольше. Если поменьше, то и, соответственно, виточков меньшее количество. Теперь держим хорошо эти виточки и протягиваем ниточку. Выводим куда-нибудь в сторону, там, где хотим, чтобы теперь располагался второй лепесточек. И также иголочку вводим и выводим рядом с ниточкой оставшейся. Видите, там, где хвостик остался, чтобы потом сразу же возле иголочки его и намотать, этот хвостик. Вот это расстояние, что я ввела иголочку, это то расстояние, которое будет занимать лепесточек. Вот так. И теперь я еще третий сделаю чуть подальше. Также наматываем. И вытягиваем. Можно делать любое количество. Мне кажется, вот этого пока недостаточно. Ну или можно оставить так. Можно сделать еще несколько. Давайте, наверное, еще несколько сделаем. Заодно и вам покажу.
Но что-то как-то не очень у меня получилось. Цветочек. Вот этот выглядит гораздо симпатичнее. Видите, нужно смотреть, в каком положении их делать. А эти же я делала просто, толком не глядя. Ну вот как-то так. Давайте еще раз покажу, чтобы вы видели поближе. Может быть, даже на паузу поставили, попробовали сделать точно такой же цветочек. Ну, получается, первые две у меня шли практически рядышком, а 3 лепестка немножко вот так как будто. А здесь же я сделала просто все практически в одном направлении. Поэтому смотрится немножечко не так. Все, теперь с обратной стороны. Вот так это выглядит, кстати, с обратной. Я делаю узелочек. И ниточку эту обрезаю. Берем зеленую ниточку. Будем делать сейчас лепесточки. Так, зеленую ниточку точно так же делаем узелочек в конце. И теперь заранее думаем, где у нас будут располагаться листики. Вводим иголочку там, где будет первый листик. Делаем такую небольшую петельку. Вводим иголочку рядышком. Не прямо в то же место, откуда вывели ниточку, а на пару миллиметров в сторону. И вперед на длину листика. И теперь эту петельку обхватываем. Вводим иголочку в то же отверстие, где только что мы ее вывели. Главное обхватить петельку. Вот что у нас получилось. Вот такой лепесточек, листик. Точно так же дальше переходим на второй листочек. Выводим иголочку, делаем петельку. Вот что у нас получилось. Ну, вроде бы неплохо смотрится, даже так. Беспорядочно, когда я сделала вот эти шишечки. Такие два цветочка. С обратной стороны также завязываем узелочек, ниточку обрезаем. И на этом платьюшки наши готовы. Спасибо вам за совместно проведенное время, за то, что вязали вместе со мной. До новых встреч в новых мастер-классах.